Всем привет, ребята! Вы на канале по обзору самых лучших криптопроектов. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались с названием видео, мы будем проделывать активности в сети от проекта Arbitrum Nova. В этом видео я расскажу вам максимальное количество действий, за которые мы в дальнейшем будем получать airdrop от проекта. Сегодня вы увидите все активности от пополнения кошелька до свапов, покупки и продажи NFT. Перед началом ролика, конечно же, попрошу вас подписаться на наш YouTube канал, а также на наш Telegram канал, так как здесь выходит самая качественная и полезная информация. Также здесь в нашем телеграм-канале будет полная инструкция на прохождение данного тестнета и все ссылочки с полезными сайтами, которые нам понадобятся для данной активности. Итак, первым делом нам нужно пополнить наш MetaMask в сети эфира монетами Ethereum. Для этого я буду использовать биржу Binance. В свою очередь вы можете использовать любую биржу, либо же удобный способ для вас пополнения MetaMask. Сегодня мы будем пополнять с банковской карты, поэтому заходим сюда в P2P торговлю. Ссылка на Binance есть в описании. Если вы будете регистрироваться по ней, вы получите приветственный бонус, а также скидки на спотовые комиссии самой биржи. Итак, мы зашли в P2P раздел. Здесь нам нужно выбрать Ethereum, а также выбрать удобный способ для вашей оплаты. Здесь я выбирать буду Тинькофф в моем случае. Вы можете выбрать удобный для себя банк. В этом поле вы можете вписать сумму, на которую вы будете покупать наши монеты в Ethereum. В данном случае у нас есть примерно ордер на нашу сумму, поэтому нажмем кнопку «Купить». Я буду загонять примерно в районе $50, поэтому пишем здесь 4000 рублей. Далее нажимаем кнопку «Купить эфир» и наш заказ успешно размещается. После чего нам нужно отправить деньги непосредственно продавцу на карту и далее нажать «Оплачено далее». Давайте сейчас я проведу оплату и нажму эту кнопку. Итак, я перевел деньги на карту продавцу, здесь жму кнопочку «Оплачено далее». Здесь выбираю галочку и подтверждаю оплату. Заказ помечен как оплаченный, и теперь нам только нужно ожидать, пока продавец переведет нам наш эфир. Не прошло и минуты, как наш эфир у нас уже на кошельке. Далее нам нужно вернуться в наш аккаунт. Для этого нажимаем на круглую иконку в правом верхнем углу и здесь выбираем кошелек Fiat и Spot. Далее вот здесь слева мы нажимаем пополнение, раскрываем наш баланс и видим 0.27 эфира у нас на кошельке. Далее нам нужно перейти вот сюда на 3 точки и нажать кнопку «Вывод». Следующим шагом нам нужно зайти в MetaMask, копировать наш адрес и вставить его в это поле. Далее очень важный пункт, нужно выбрать сеть ERC-20. Вот эту сеть Ethereum, время зачисления 5 минут. Нажимаем сюда. Далее мы нажимаем вот здесь кнопку «Все». Давайте сразу зафиксируем вот это количество эфира, чтобы в дальнейшем рассчитать комиссию, сколько мы потратили на данные активности. Занесем ее сразу в блокнот, дабы не забыть, и отправим наши средства прямиком на MetaMask. Жмем «Вывод», продолжить, и далее нам нужно ввести все коды, которые нам придут на почту, на телефон и двухфакторную аутентификацию, после чего жмем кнопку «Отправить». Запрос на вывод средств отправлен, и далее мы ожидаем наши эфиры у нас на MetaMask. Также давайте внесем сумму в наш блокнот, который у меня лежит в эфирах непосредственно в сети эфириума. Так, немного не успели мы, но ничего, давайте отнимем вот эту сумму от первоначальной. Получается вот такое количество эфира. Заносим также это в блокнот. И двигаемся дальше. Далее мы переходим на сайт Chainlist, и здесь нам нужно добавить сеть Arbitrum. Для этого в поле пишем Arbitrum и добавляем сеть Arbitrum Nova. Жмем Next, Connect и Approve. Переключаем сеть, и как можем видеть, в MetaMask у нас добавлена новая сеть Arbitrum Nova. Как видите, здесь у меня тоже есть немного эфира. Давайте занесем его также в наш блокнот. После этого нам нужно перейти на официальный мост Arbitrum и здесь законнектить наш MetaMask. Жмем Next, Connect. В данном шаге нам нужно перевести наши эфиры из Mainnet сети в сеть Arbitrum Nova. Для этого в MetaMask переключаемся на сеть Ethereum Mainnet. Следующим образом. И здесь меняем стрелочки наоборот. И теперь через мост нужно отправить сумму в данную сеть. Рекомендую оставлять на балансе майнета около $10, дабы покрывать некоторые комиссии. Переводим 0.025. Комиссия за газ у нас будет в районе $3 и отправим мы 45. Газ в данный момент у нас 20. Жмем Move Fund to Arbitrum Nova. Подписываем все в MetaMask. Транзакция у нас составит $3.
Все, далее ожидаем наши средства на балансе счета Arbitrum Nova и продолжаем далее. Итак, транзакция у нас отправлена и наши средства отображаются в сети Arbitrum Nova. Далее мы можем перейти к следующему шагу. Мы переходим на сайт ArbSwap и здесь нам нужно подключить наш MetaMask. Нажимаем кнопку Connect Wallet, жмем MetaMask и наш MetaMask подключается. Здесь должна у нас быть сеть Arbitrum Nova и мы переходим на вкладку Trade. Жмем сюда. Кстати, кто не знал, ArbSwap самая топовая площадка для свапов в этой сети. Также она анонсировала свой собственный airdrop. Пост у них был в Твиттере. Как вы можете видеть, прокручивая здесь объемы на сумму более $500 США, мы сможем претендовать на дроп от этой биржи. Так что, друзья, одной активностью мы убиваем практически 2 зайцев, поэтому набивайте здесь транзакции, делайте здесь их побольше, и вы также сможете получить дроп от этого проекта. Как можем видеть, баланс отображается корректно на нашей свапалке, и здесь мы давайте свапнем немного эфира. Свапать я буду где-то 0.1, здесь вписываем 0.1 и здесь выбираем USDC. После чего нажимаем кнопочку Swap. Если баланс обновился, жмем кнопку Accept и Confirm Swap. Подтверждаем транзакцию в MetaMask. Как можем видеть, комиссия всего 4 цента и жмем Confirm. Транзакции здесь довольно-таки быстрые, почти мгновенные, поэтому стоит воспользоваться этой свапалкой. Жмем Close. Далее меняем все в обратном направлении. Жмем Max и здесь я поменяю, наверное, $17,5, дабы оставить немного на добавление ликвидности. Жмем Enable USDC, в MetaMask выбираем значение по умолчанию, опускаемся ниже, жмем Next. Комиссия составляет всего лишь 1 цент и жмем Approve. Транзакция проходит и жмем Swap. Жмем Accept, Confirm Swap. Еще одна транзакция на 4 цента, жмем Confirm. Транзакция у нас прошла успешно. И мы нажимаем Close. Рекомендую здесь набивать побольше транзакций, хотя бы 5-10 транзакций за одну активность. И вероятнее всего за эти действия вам дроп обеспечен. Далее мы переходим во вкладку Liquidity. Здесь жмем Add Liquidity. Сверху мы выбираем монету эфира. Снизу мы выбираем наш USDC. Здесь жмем Max и автоматически рассчитывается количество эфира, которое будет заимствовано с нашего кошелька. Далее жмем Supply, Confirm. И ожидаем транзакцию. Также транзакция будет составлять 5 центов. Жмем Confirm. Жмем здесь Close. Опускаемся ниже и видим, что наша ликвидность здесь добавлена. Теперь давайте с помощью этого сервиса еще одну транзакцию проведем. Для этого жмем назад. Здесь раскрываем нашу ликвидность и жмем Remove. Вытаскиваем примерно половину нашей ликвидности обратно, дабы у нас появилась еще одна транзакция в сети. Жмем Enable. В MetaMask жмем Sign In. И здесь далее жмем Remove. Confirm. Транзакция составит 7 центов. И жмем Confirm в MetaMask. Все, закрываем данное окно. Все действия, которые можно было выполнить на этом сайте, мы сделали. Так что двигаемся дальше. Переходим на сайт Multichain и коннектим наш MetaMask. Жмем MetaMask, Twitch Network, Next и Connect. Сайт автоматом нас переключил на сеть эфира, но нам нужно обратно переключиться на сеть Arbitrum Nova. Для этого жмем вот здесь на Ethereum, выбираем все сети и пишем Arbitrum Nova. Выбираем здесь данную сеть и также переключаем MetaMask. После того, как мы переключили здесь сеть, нам нужно выбрать эфир, развернуть вот эту вкладку и нажать кнопочку Add. Жмем сюда. И добавляем немного ликвидности на этот сайт. Будем добавлять 0.001 где-то так. Жмем Add Liquidity. Как видим, транзакция здесь копеечная, всего ничего. И жмем Confirm. Транзакция у нас успешно прошла. Далее нам нужно нажать на кнопку Remove и вывести отсюда примерно половину нашей ликвидности. Вводим сумму, на которую мы хотим вывести ликвидность, и жмем Remove Liquidity. Комиссия здесь у нас опять практически не берется и нажимаем Confirm. Транзакция успешно проходит. Оставляем здесь немного ликвидности. После того, как получаем дроп, можно спокойно ее отсюда выводить. Переходим на следующий сайт, жмем кнопку Connect Wallet. Выбираем MetaMask и подключаемся к данному сайту. Убеждаемся здесь, что стоит сеть Arbitrum Nova и наш баланс конкретно здесь отображается. Жмем Choose Token и выбираем USDC. Меняем примерно половину от нашего баланса и жмем Review Swap. Swap. Комиссия составляет у нас 1 цент и жмем Confirm. Жмем Finish и средства у нас уже поменены.
Далее нажмем на стрелочку и меняем местами пару. Выводим практически все, оставим здесь где-то $0,5. Жмем Review Swap, Unlock, выбираем здесь Use Default, жмем Next, комиссии практически никакой нет и жмем Approve. Далее жмем опять Review Swap и свапаем наши токены. Комиссия 1 цент, жмем Confirm. Все у нас свапнулось, жмем Finish. Также сделайте здесь на этом сайте 5-10 свапов, чем вы набьете большее количество транзакций и взаимодействий со смарт-контрактами. Далее переходим на всем известный SushiSwap и коннектим сюда наш кошелек. Здесь выбираем сеть Arbitrum Nova. Все верно, наш баланс здесь подтянулся. Здесь у нас в верхнем поле остается Ethereum, в нижнем также выбираем USDC. Также меняем примерно половину от нашего баланса. И жмем Swap. Swap Ether for USDT. Комиссия тут тоже копеечная, почти практически ее нету. И жмем Confirm. Транзакция быстренько прилетает и жмем Make Another Swap. Далее также меняем все обратно. Здесь оставляем где-то $1,5, дабы добавить здесь ликвидности. Жмем Approve, Use Default, Next и Approve. Транзакции здесь супер быстрые, просто кайфу от этой сети. Далее также жмем Swap и Swap USDC for Ether. Комиссии опять практически нету, жмем Confirm. Все, транзакции у нас моментально завершаются. И $1,5 у нас остается на добавление ликвидности. Следующим шагом мы идем во вкладку Earn. Здесь нажимаем на кнопку New Position. Обращаем внимание на то, чтобы здесь стояла сеть Arbitrum Nova. Ниже мы здесь добавляем USDC и вводим ликвидность примерно 1.2. Добавляем нашу ликвидность, жмем Approve USDC. Здесь также Use Default, Next и Approve. Approve USDC. Также Use Default, Next и Approve. Все, можно закрывать это окно. Далее мы поднимаемся выше, и здесь вот есть такой домик. Нажимаем сюда. Здесь выбираем сеть Arbitrum Nova. И жмем My Position. Здесь мы видим нашу ликвидность. Нажимаем сюда. Опускаемся чуть ниже и жмем Withdraw. Здесь мы можем вытащить половину нашей ликвидности. И жмем Approve. Также жмем Use Default, Next и Approve. Транзакция создалась. Далее жмем Remove Liquidity. Комиссия составляет у нас 1 цент. И жмем Confirm. Так, все, ликвидность у нас вытащилась. Всю ликвидность я не рекомендую отсюда вытаскивать. Если мы нажмем кнопочку Max, видим, что 0,15 центов здесь у нас осталось. Оставляем эту ликвидность здесь навсегда. Ну или до тех пор, пока вы не получите дроп. Переходим на следующий сайт и делаем примерно такие же действия. Коннектим наш MetaMask, Next Connect. Внизу выбираем USDC и половину баланса нашего эфира. Жмем Swap, Confirm. Комиссии, конечно же, никакой практически нету. И жмем Confirm. Здесь можно добавить токен USDC в наш MetaMask, и он у нас будет отображаться в нем постоянно. Жмем Add Token. Здесь жмем Close. Если мы заходим в MetaMask, Assets, то видим наши USDC на балансе. Далее аналогично меняем обратно все. Здесь жмем максимум и оставляем вот эти копейки на добавление ликвидности. Жмем Approve, также Use Default, Next, Approve. Далее делаем Swap, Confirm Swap, Confirm. И закрываем. И далее добавляем ликвидность на сайт. Жмем Pool. Здесь Add Liquidity. Сверху у нас, как обычно, эфир. Снизу опять выбираем USDC. Жмем Max. Здесь оставляем пару центов. Supply. Confirm. Здесь Confirm. И наша ликвидность добавлена. Жмем Close. Далее нажимаем стрелочку назад. Разворачиваем нашу ликвидность и жмем кнопку Remove.
Здесь опять же 50% мы вытаскиваем, жмем Approve, Next, Approve. Далее жмем Remove, Confirm и в MetaMask жмем Confirm. Все, транзакция у нас улетела, жмем Close. Далее мы переходим к самой приоритетной активности в данной сети, потому как Arbitrum Nova и был создан специально для того, чтобы разгрузить основную сеть Arbitrum One, и в основном он будет базироваться на NFT маркетплейсах, а также криптоиграх. Поэтому данная часть активности очень важна для дальнейшего получения airdropа от проекта. Итак, мы переходим на маркетплейс TOFU NFT и подключаем сюда наш MetaMask. Жмем Next, Connect. Далее вот здесь мы выбираем сеть Arbitrum Nova, дабы у нас отображались коллекции непосредственно в этой сети. Далее нам нужно спуститься чуть ниже и найти вкладку Hot Collections. Переходим сюда и жмем кнопку VFL. Чем выше коллекция находится в данном списке, тем больше у нее объем торгов. Здесь я рекомендую вам выбирать коллекции с синей галочкой, чтобы не было в дальнейшем проблем с покупкой и перепродажей их на вторичном рынке. Давайте по флору здесь отсортируем и выберем наименее дешевую коллекцию. И выполним все манипуляции по покупке и продаже наших NFT. Жмем на коллекцию Stratos. Опускаемся ниже. Здесь проверяем активность. Часто ли покупают и продают NFT-шки. Как мы можем видеть, 3 минуты назад последний раз была продана. 4, 5, 6 минут. В общем, здесь активно ведутся торги. Можно покупать эту NFT. Далее мы заходим сюда в фильтр. Здесь жмем Fixed Price. И внизу в самом Low to High жмем Apply и пытаемся купить NFT по минимальной цене. Жмем кнопку Buy и здесь Buy Now. Жмем Accept, Buy. Бывает вылазит такая ошибка. Это значит, что сайт некорректно отображает цену данной NFT. Для этого возвращаемся обратно и пробуем купить следующую. Также жмем кнопку Buy Now, Accept и Buy. Здесь у нас все хорошо, просто подтверждаем транзакцию в MetaMask. Итак, NFT мы купили, жмем кнопку Done. Далее заходим в наш аккаунт, MyNFT. И далее нам нужно найти нашу картинку вот здесь у нас на кошельке. Смотрим внимательно. Так, картинки мы не наблюдаем. В таком случае нам нужно зайти в кнопку Activities и посмотреть последние наши транзакции. Как можем видеть, 1.45, вот наша NFT, которую мы покупали. Жмем на нее и выставляем ее на продажу. Для этого жмем Fixed Price, Accept и выставляем ее здесь по тому же прайсу, которым мы взяли. Либо же можно выставить чуть-чуть дороже, как это сделаю я. Брали мы за 0.08, я добавлю его 0.85. Жмем Start Listing. Approve. Далее подписываем транзакцию в MetaMask, жмем Approve. Здесь жмем Sign In, заходим и наша NFT выставлена на продажу. Также можно вернуться обратно и проверить, какой флор сейчас у них. Также заходим в фильтр, выставляем здесь Fixed и здесь Low to High. Жмем Apply. И видим, что наша NFT какая-то или это выставлена на продажу. Осталось только дождаться, пока ее купят. Прошло примерно пару минут, и мы видим, что наша NFT-шка успешно продана. Рекомендую проделать побольше активности с флипами NFT, с разными коллекциями, так как это может стать ключевыми действиями для получения данного airdropа. Итак, друзья, мы подошли к самой главной части, не менее важной активности на этой сети, а именно нам нужно перегнать средства обратно в сеть Ethereum Mine. Для этого подключаемся нашим MetaMask к официальному мосту. И нам нужно перегнать наши средства обратно в Ethereum Mine. Я буду перегонять совсем чуть-чуть, дабы это засчиталось за активность. Но эту активность обязательно нужно проделать в данной сети. Давайте отправим по минималке, например, 0.002 эфира в сеть Ethereum Mine. За это у нас будет сниматься $5. Но сниматься они будут не в тот момент, когда мы сейчас будем подписывать транзакцию, а в тот момент, когда средства будут поступать на кошелек. Для этого жмем вот эту кнопку. Здесь ставим галочки и жмем Continue. Далее жмем Confirm MetaMask.
и наша транзакция улетает на данный кошелек. Почему, друзья, я так мало вывел в основную сеть? Да потому что, друзья, отсюда идет транзакция 7 дней. И средства будут висеть в блокчейне целую неделю. Поэтому я вывел всего лишь маленькую часть, дабы проявить активность в данном мосту. Далее, по прошествию 7 дней, вам нужно будет зайти на этот мост опять же и нажать вот эту кнопочку Claim. Она у вас станет активна, и тогда вы только заплатите комиссию за то, что вам средства переведутся на баланс. Рекомендую это делать, когда будет минимальный газ, это можем отследить в данном приложении, дабы не платить конские комиссии. Но также есть решение быстро вывести в сеть Mainnet остальные наши денежки. Для этого переходим на мост Arbitrum Finance, подключаем сюда наш MetaMask. В верхнем поле мы должны выбрать Arbitrum Nova, как у меня сейчас стоит, а в нижнем Ethereum. Далее нам просто нужно ввести сумму, которую мы хотим отправить обратно в Ethereum Mainnet. В данном случае я отправлю вот столько. Даже придется отправить меньше, так как тут тоже присутствует комиссия. Жмем Max, и здесь я, наверное, выведу вот так, 0.13. Жмем Send, Confirm. Далее в MetaMask жмем Confirm также. И наша транзакция полетела к нам в основную сеть. Итак, здесь у нас, в принципе, транзакция прошла, проверяем наш MetaMask. У нас стоит сеть эфириума и, в принципе, деньги уже на балансе. Так что не нужно ждать целых 7 дней для того, чтобы наши средства перевести в данную сеть. Но использовать тот мост официально обязательно хотя бы один раз нужно. Также, друзья, вы можете отслеживать, сколько вы набили транзакций на данном сайте, который я ставлю в нашем телеграм-канале. Просто вводите в это поле свой кошелек. И тут вы можете отслеживать данные транзакции, которые вы проделывали. Для данной активности я рекомендую не менее 100 транзакций здесь выполнить. Комиссия здесь копеечная, поэтому особого труда и затрат эта активность у нас не отнимет. Также, друзья, как можно больше флипайте NFT-шек на данном сайте. И, конечно же, пользуйтесь мостом именно официальным от Arbitrum Nova, от Arbitrum, дабы вам получить дроп. Это две обязательные активности, которые 100% нужно выполнять. Остальные активности по свапам добавления ликвидности можете делать на свое усмотрение. Если какие-то сайты не работают, можете делать все активности на других сайтах. Главное набить большое количество транзакций. Также, друзья, не забывайте проводить транзакции в данной сети хотя бы раз в неделю, в 2 недели, чтобы у вас была активность на данном кошельке. Теперь, друзья, давайте посчитаем, сколько же комиссии съела данная активность у нас. Итак, друзья, я тут быстренько посчитал все расходы на наши комиссии. Не стал это добавлять в видео, дабы не затягивать его. И комиссии у нас составили примерно $16. При курсе эфира почти 1800. Очень дешевая сеть, друзья, рекомендую всем проделывать здесь активности, пока есть время, при низком газе. Снапшота сети еще не было, токен у них абсолютно 100% будет, эта информация уже давно подтверждена. Так что спешите проделать данные активности. И, конечно же, эту раздачу можно с легкостью заабузить. Ну, на этом все, друзья. В принципе, будем с вами прощаться. Надеюсь, этот видеоролик вам помог. В данном видео я попытался разложить по максимуму все активности, которые можно пройти в этой сети, и поделился всей информацией, которую сам непосредственно знал. Друзья, не забывайте подписываться на наш YouTube канал, также на наш Telegram канал. Здесь будет лежать подробная инструкция на этот дроп, все ссылочки и другая полезная информация. На этом наше видео подходит к концу. Всем пока, до новых встреч, профита и всем удачи!